Приветствую, друзья, вас на моем канале. Сегодня вяжем вот такие кеды крючком 11 сантиметров по подошве. Пряжа у меня Янар джинс, крючок буду использовать 2 миллиметра. Начнем вязать с подошвы. Свою подошву я подготовила заранее, а для вас дальше вставлю кусочек видео, как связать одну такую подошву или двойную, как у меня. Подошва 11 сантиметров. Делаем первую петельку. И набираем 21 воздушную петлю. 1, 2, 3, 20, 21. И плюс 2 воздушные петли подъема. Петельку придерживаем. 2 воздушные петли подъема. В ту петельку, которую придерживали, или в третью от крючка петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. 1 и в эту же петлю второй столбик. Далее вяжем по цепочке 19 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 18, 19. Осталась одна петля. Сюда провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Вот этот хвостик сразу будем ввязывать. Вяжем по цепочке 19 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 18, 19. Осталась одна петля, в нее провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый ряд довязан. Делаем соединительную петлю во вторую воздушную петлю подъема. Второй ряд. Одна воздушная петля подъема. В следующие 2 петли будем провязывать по одному прибавлению. Вяжем 2 столбика без накида в одну петлю. Первое прибавление и в следующую петлю второе прибавление. Далее 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее 3 полустолбика с накидом. 1, 2, 3. 8 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Далее будем вязать 5 прибавлений подряд. Одно прибавление состоит из 2 столбиков с одним накидом. Один, два, три, 4, 5. Далее повторяем все то же самое зеркально этой стороне. 8 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее 3 полустолбика с накидом. 1, 2, 3. 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И остается 2 петли. Сюда провязываем по одному прибавлению. 1, 2. Второй ряд довязан. Соединительную петлю провязываем в воздушную петлю подъема. Третий ряд. 1 воздушная петля подъема. В следующие 4 петли провязываем по одному прибавлению, то есть всего 4 прибавления. Одно прибавление из 2 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше 7 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующие 10 петель мы будем провязывать по одному прибавлению. Одно прибавление из 2 столбиков с одним накидом. Всего 10 прибавлений. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И снова повторяем все то же самое, что вязали на этой стороне. 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее 7 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И остается 4 петли. В каждую провязываем по одному прибавлению. 1, 2, 3, 4. Соединительную петлю провязываем в воздушную петлю подъема. Сейчас мы с вами связали как бы след ножки. То есть вот эти размеры, пяточка, мысочная часть, они полностью повторяют размеры ножки малыша. Но для того, чтобы ножке было комфортно, нужно увеличить еще на 5 миллиметров по кругу. Поэтому мы сейчас провяжем еще один дополнительный 4-й ряд. Воздушная петля подъема. Далее вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую, в 6-ю петлю провязываем прибавление из 2 столбиков без накида. Мы весь ряд будем вязать столбиками без накида. Далее вяжем 25 столбиков без накида. 1, 2, 3, 24, 25. В следующую петлю провязываем прибавление. Далее 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В следующую петлю третье уже прибавление. Далее 25 столбиков без накида. 1, 2, 3, 24, 25. В следующую петлю провязываем прибавление.
И должно остаться еще 5 петель. В каждую петлю вяжем по одному столбику без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Подошва готова. Те, кто оставляет одну подошву, вяжем так. Соединительную петлю провязываем. Вот она, воздушная петля, вот следующая петелька. Вот за следующую петельку мы будем соединяться. И будем соединяться не как обычно, а с изнаночной стороны. Ведем крючок на себя, захватываем ниточку и соединяемся. Разворачиваем изнаночной стороной на себя. И теперь будем провязывать соединительными столбиками под каждую петельку. Итак, нам нужно провязать 78 соединительных столбиков по кругу. За вот эти петельки дальше мы будем вязать бортики. Для тех, кто вяжет вместе со мной двойную подошву, ниточку отрезаем. Вот воздушная петля, вот следующая петелька. Вводим крючок в следующую петлю. С изнаночной стороны на себя захватываем кончик нити, выводим на изнаночную сторону. Подошву разворачиваем. Вот была последняя петля. Под этой петлей есть вот такая перемычка. Вводим крючок в эту перемычку и в центр последней петли. Захватываем ниточку и вытягиваем. Хвостик прячем тут же на изнаночной стороне. И вяжем точно такую же вторую деталь. Две детали подошвы готовы. Соединим их вместе. Складываем изнаночной стороной внутрь. Сначала пройдемся соединительными столбиками по центру, а затем по краю подошв. Начнем с пяточки. Вводим крючок в самое большое отверстие на одной подошве. И в это же самое большое и первое отверстие на второй подошве. Вытягиваем петельку. И теперь отверстие в отверстие будем провязывать соединительными столбиками. Соединили центр, ниточку отрезаем, а кончики спрячем на изнаночной стороне. Повторяем то же самое с первым хвостиком. Зафиксировали центр.
Теперь пройдемся теми же соединительными столбиками по краю подошвы. Вот эту косичку центральную я оставляю снаружи, поэтому переворачиваю косичкой вниз. Выравниваю, теперь ввожу крючок в петлю на одной подошве и в петлю на другой подошве. Захватываю ниточку. И теперь петля в петлю. Пройдемся соединительными столбиками по кругу всей подошвы. Всего должно быть 78 соединительных столбиков. Почти довязала. Теперь нужно спрятать вот этот начальный хвостик. Прячем его на изнаночной стороне. И довязываем соединительными столбиками до конца. Довязали, ниточку отрезаем. Этот хвостик можно спрятать сейчас, а можно оставить, и потом, когда мы будем вязать бортики вот за эти петли, мы его просто вяжем. Подошва связана, далее будем вязать бортики. Делим пяточку пополам и, начиная с той петли, что находится левее, закрепляем нить воздушной петлей. Первый ряд бортиков я буду вязать вот таким малиновым цветом. Закрепили воздушной петлей и сюда же провязываем первый столбик без накида. Хвостик подтягиваем и будем сразу ввязывать. И вяжем по кругу 78 столбиков без накида. Один уже есть. 2, 3, 4, 5, 77, 78. Первый ряд довязан, следующие два ряда, второй и третий, мы будем вязать ниточкой белого цвета, поэтому соединительную будем провязывать ниточкой белого цвета. Соединяться будем не за воздушную петлю подъема, а за следующую петельку. Хвостики подтягиваем. Белую вяжем в конце. Малиновый цвет вяжем сейчас. Соединительная петля, далее воздушная петля подъема. И сюда же, куда соединились, провязываем первый столбик без накида. И продолжаем вязать по кругу 78 столбиков без накида. Второй и третий ряды. Провяжите их самостоятельно. Три ряда бортиков провязано. Теперь соединительную петлю провяжем за воздушную петлю подъема. Соединились, ниточку отрезаем. И переходим на вязание мыска. Для этого нам нужно определить 8 средних петель по центру. Мой мысок будет вот таким нежно-голубым цветом. Вязать будем не за обе стенки петли, а за дальнюю полупетлю. Закрепляем сюда нить воздушной петлей. И сюда же провязываем первый столбик без накида. Первый ряд
Вяжем 8 столбиков без накида. Один уже провязали. Хвостик подтягиваем, сразу его будем ввязывать. Вяжем за дальнюю полупетлю. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 плюс 2 соединительные петли. Тоже за дальнюю полупетлю. Разворачиваемся. Второй изнаночный ряд, начиная со второй петли, вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 плюс 2 соединительные петли с изнаночной стороны за ближнюю к нам полупетлю. Третий ряд, начиная со второй петли, вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 плюс 2 соединительные петли. Четвертый ряд, начиная со второй петли, вяжем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 10, 11 плюс 2 соединительные петли. Пятый ряд, начиная со второй петли, 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 11, 12 плюс 2 соединительные петли. Шестой ряд, начиная со второй петли, 13 столбиков без накида. 1, 2, 3, 12, 13 плюс 2 соединительные петли. Седьмой ряд, начиная со второй петли, 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 13, 14 плюс 2 соединительные петли. Восьмой ряд, начиная со второй петли,
15 столбиков без накида. 1, 2, 3, 14, 15 плюс 2 соединительные петли. Девятый ряд, начиная со второй петли, 16 столбиков без накида. 1, 2, 3, 15, 16. Больше соединительных столбиков мы вязать не будем. Дальше мы продолжим вязать язычок, то есть мы не будем больше присоединяться к бортикам. Сейчас давайте провяжем одну соединительную петлю, ту петельку, за которую мы уже соединялись. Это мы делаем для того, чтобы у нас обе стороны были симметричны. Соединительную провязали, разворачиваемся. Вяжем 16 столбиков без накида, начиная со второй петли. Первую соединительную пропускаем, со второй вяжем 16 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 15, 16. Это был 10-й ряд. Никаких воздушных петель я не делаю. Ниточку вытягиваю чуть длиннее обычного. Разворачиваюсь. 11-й ряд, начиная с первой петли, 16 столбиков без накида. 1, 2, 3, 15, 16. Никаких воздушных петель. Петельку чуть подлиннее. Разворачиваемся. 12 ряд, 16 столбиков без накида, начиная с первой петли. Итак, провяжите язычок самостоятельно. Вяжем по 16 столбиков без накида в каждом ряду с 12 по 23 ряд включительно. То есть к тому, что мы уже провязали, нужно провязать еще плюс 12 рядов. Провязали эти 12 рядов самостоятельно. Теперь давайте перепроверим. Всего у нас должно быть на мыске и язычке 23 ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Никаких воздушных петель, петельку чуть подлиннее, разворачиваемся, 24 изнаночный ряд. Первую петлю пропускаем, начиная со второй вяжем 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Следующую петельку пропускаем и в последнюю провязываем
14 столбик без накида, никаких воздушных петель. 25 ряд, начиная со второй петли, вяжем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Следующую петельку пропускаем и в последнюю провязываем 12 столбик без накида. И заключительный 26 ряд. Первую пропускаем, начиная со второй вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Следующую петельку пропускаем и в последнюю провязываем 10 столбик без накида. Ниточку отрезаем, хвостик прячем. Далее продолжим вязать бортики и ушки для шнурков. Первый ряд бортиков. Вот те полупетли, которые мы уже провязывали. Вот она ближняя, за дальнюю мы уже провязывали. Следующую петлю свободную пропускаем и начиная со следующей, тут мы уже вяжем за обе стенки петли, закрепляем нить воздушной петлей. И сюда же провязываем первый столбик без накида. Хвостик подтягиваем и сразу его вяжем. Далее вяжем 24 столбика без накида до середины пяточки. Один уже есть. 2, 3, 4, 5, 23, 24. Следующие 4 столбика мы провяжем за дальнюю стенку петли. 1. Вот эту соединительную пропускаем. 2, 3, 4. За петли ближние к нам, вот они остались свободные. Дальше за них мы будем провязывать хлястик. И довязываем 24 столбика без накида до язычка. За обе стенки петли. 1, 2, 3, 23, 24. И одна петля перед язычком остается свободная. Далее зафиксируем ниточку. Второй ряд. Пропускаем 3 петли. Начиная с 4, закрепляем сюда нить воздушной петлей. Вот эту протяжку слишком не натягиваем. Дальше мы ее вяжем. Вяжем 46 столбиков без накида, не довязывая 3 петли с этой стороны, начиная с той петли, куда закреплялись. 1, 2, 3, 45, 46. 3 петли остались недовязанные. Фиксируем ниточку. Третий ряд. Пропускаем 3 петли и в четвертую закрепляем нить воздушной петлей.
И вяжем 40 столбиков без накида, не довязывая 3 петли с этой стороны. Начинаем с той же петли, куда закрепляли. 1, 2, 3, 39, 43 петли остались недовязанными. Фиксируем нить. Четвертый изнаночный ряд, пропускаем 2 петли, в третью закрепляем нить воздушной петлей и вяжем 36 столбиков без накида, не довязывая 2 петли с этой стороны, начиная с той петли, куда закрепляли нить. 1, 2, 3, 35, 36, 2 петли остались недовязанными. Снова фиксируем ниточку. Пятый ряд, пропускаем 2 петли, в третью закрепляем нить воздушной петлей и вяжем 32 столбика без накида, не довязывая 2 петли с этой стороны, начиная с той петли, куда закрепляли нить. 1, 2, 3, 31, 32, 2 петли остались недовязанными. И еще раз фиксируем ниточку. Шестой ряд, пропускаем 2 петли, в третью закрепляем нить воздушной петлей и вяжем 10 столбиков без накида, начиная с той петли, куда соединялись. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее провяжем убавление на пяточке. Первое убавление, далее 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4 и еще одно убавление. И вяжем 10 столбиков без накида, не довязывая 2 петли до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 столбика остались недовязанными. Итак, у нас провязано 6 рядов бортиков. Дальше мы будем вязать ушки для шнурков. Сейчас можно зафиксировать ниточку и протянуть ее вот сюда на начало. Но я нить отрезаю. Я ее лучше потом спрячу. Вот наша свободная петля, обе стенки петли. И заходим на язычок, подхватываем последнюю полупетлю язычка. Сюда закрепляем нить воздушной петлей. И сюда же провязываем первый столбик без накида. Хвостик подтягиваем, сразу его вяжем. 1, дальше за свободную петлю на бортиках
2. Далее вяжем по ступенькам. 3, 4, 5. Не забываем, что у нас были протяжки, когда мы фиксировали ниточку, их сразу ввязываем. И вот этот узелок стараемся пропустить внутри столбика. 6, 7, 8, 9, 10, снова протяжка, 11, 12, 13, 14. Далее вяжем по пяточке. 26 столбиков без накида. 1, 2, 3, 25, 26. Далее сразу спускаемся по ступенькам. Я начну считать заново. Не забываем за протяжку. 1. Узелок пропускаем внутри столбика. 2, 3, 4. Снова протяжка. 5, 6, 7, 8, 9, протяжка, 10, 11, 12. За свободную петлю на бортиках 13 и за последнюю полупетлю язычка 14. Разворачиваемся, вяжем второй ряд левого ушка. Первую петлю пропускаем, начиная со второй вяжем 1 столбик без накида, далее провязываем 13 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Воздушная петля подъема, разворачиваемся. Третий ряд левого ушка. Вяжем отверстие для шнурка, начиная с первой петли, провязываем 2 столбика без накида, далее 2 воздушные петли, 2 столбика снизу пропускаем, следующие 2 петли провязываем по 1 столбику без накида, 2 воздушные петли, 2 столбика снизу пропускаем, следующие 2 петли провязываем по 1 столбику без накида. И еще раз 2 воздушные петли, 2 столбика снизу пропускаем и в последние 2 петли провязываем по 1 столбику без накида. У меня закончилась ниточка. Нить, подсоединяю новую. Так, довязываем второй столбик без накида. Никаких воздушных петель. Разворачиваемся.
4 ряд. Сейчас я подниму хвостик, чтобы сразу его ввязать. Первую петлю пропускаем, начиная со второй, вяжем столбиками без накида 1, под косичку 2 и 3, 4, 5, под косичку 6, 7, 8, 9, под косичку 10 и 11, и осталось 2 петли, 12, 13. Левое ушко связано. Ниточку отрезаем и переходим на вязание правого ушка. Первый ряд мы уже тут связали, поэтому разворачиваемся на изнаночную сторону и будем вязать второй ряд правого ушка. Начинать будем с петли, что относится к пяточке, или можно отсчитать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15-ю петлю провязываем сюда 2 воздушные петли. И сюда же провязываем первый полустолбик с накидом. Нам нужно провязать 13 полустолбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. В следующую петлю провязываем 1 столбик без накида и в следующую, в последнюю петлю провязываем 1 соединительный столбик. Разворачиваемся, никаких воздушных петель. Третий ряд правого ушка. Вяжем отверстие для шнурка. Первую петлю пропускаем, начиная со второй вяжем 2 столбика без накида. Далее 2 воздушные петли. 2 столбика снизу пропускаем, следующие 2 петли провязываем по 1 столбику без накида. 2 воздушные петли, 2 столбика снизу пропускаем, следующие 2 петли провязываем по 1 столбику без накида. И еще раз 2 воздушные петли, 2 столбика снизу пропускаем, в последние 2 петли провязываем по 1 столбику без накида. Воздушная петля подъема. Разворачиваемся. 4-й ряд, начиная с первой петли, вяжем столбиками без накида. 1, 2, под косичку, 3, 4, 5, 6, под косичку, 7 и 8, 9, 10, под косичку, 11 и 12, 13. И в последнюю петлю провязываем соединительный столбик. Сейчас нам нужно опуститься вот сюда вниз. Я ниточку зафиксирую.
Закрепляем нить за следующую свободную полупетлю. Протяжку не натягиваем, чтобы ничего не стянулось. Так, воздушная петля. Далее провязываем 3 столбика без накида между рядов. 1, 2, 3. Далее вяжем соединительными столбиками под каждую петлю. Провязали. Далее вяжем 2 столбика без накида между рядов. 1 и в уголочек 2. У меня тут хвостик остался, чтобы его потом не прятать, я его сейчас подниму наверх и ввяжу. Далее вяжем по пяточке 24 столбика без накида. 1, 2, 3. И тут с этой стороны тоже остался хвостик, я его сейчас вот так проложу вдоль столбиков и буду ввязывать. 23, 24. Далее 2 столбика без накида между рядов. Дальше мы провязываем соединительными столбиками в каждую петельку. И осталось провязать 3 столбика без накида между рядов. Вот сюда в уголок 1, 2, 3 и 1 соединительная петля за следующую свободную полупетлю на бортиках. Все. Ниточку отрезаем, все хвостики прячем. Пинетка почти готова, осталось еще немного. Вяжем хлястик на пяточке. Мы оставляли полупетли в количестве 4. Закрепляемся воздушной петлей за первую полупетлю. И сюда же провязываем первый столбик без накида. Хвостик подтягиваем, сразу его вяжем. И вяжем 4 столбика без накида. Один уже есть. За вторую полупетлю 2, 3, 4. Никаких воздушных петель. Петельку чуть подлиннее. Разворачиваемся. Второй ряд. 4 столбика без накида. Петельку вытягиваем чуть подлиннее.
Разворачиваемся, третий ряд, 4 столбика без накида. Итак, вяжем. Всего нам нужно провязать 16 рядов по 4 столбика без накида. У нас провязано 3 ряда, осталось провязать еще 13. Свяжите их самостоятельно. 16 рядов хлястика провязано. Когда мы будем делать обвязку, хлястик вяжется. А сейчас давайте сделаем обвязку белой нитью по краю бортиков. Вводим крючок над третьим рядом бортиков по серединке пятки. Захватываем ниточку. И будем вязать обычными соединительными столбиками каждую петлю. Далее вяжем по мыску, также над третьим рядом бортиков. Вот эти полупетли у нас остаются сверху. Итак, продолжаем вязать соединительными столбиками по кругу. Дошли до конца, ниточку отрезаем и хвостики прячем на изнаночной стороне. И осталось сделать обвязку по краю ушек. Вводим крючок вот сюда под первую соединительную, вытягиваем петельку и точно так же соединительными столбиками, чтобы вам было понятно, проходимся соединительными столбиками в каждую петлю, точнее между каждым столбиком, сразу под полустолбиками. Вот они. Дошли до края. И теперь вяжем соединительными столбиками по пятке на ряд ниже. Оставляем 4 средние петли на пяточке. Выравниваем хлястик. Еще можно одну провязать. Так, смотрим, мы сейчас вяжем над седьмым рядом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот он. Отсчитываем на хлястике тоже 7 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И тоже будем вот здесь вязать над седьмым рядом. Заворачиваем, вводим крючок в первую петлю. Вот так. Соединительная петля. Следующую петельку. Смотрим, у нас между рядов вот следующая. И тут захватываем, соединительная петля. Надеюсь, вам видно и понятно.
Есть. И еще раз. Вот так. И продолжаем вязать так же, как и вязали, соединительными столбиками над 7 рядом. Опять довязали до края. И теперь вяжем по диагонали под полустолбиками. Точно так же соединительными столбиками. И последнюю петельку под последнюю соединительную петлю. Все, ниточку отрезаем. И хвостик прячем на изнаночной стороне. Вот так. Этот хвостик тоже выводим на изнаночную сторону и там его прячем. Все, пинетки готовы. Осталось связать шнурок. Шнурок вы можете связать любой, тот, который вам больше нравится. Я покажу вам тот, что связала я. Шнурок у меня белого цвета, но показывать я буду на голубой нити, так виднее. Делаем первую петельку. Теперь первую петлю, вот этот хвостик, что остался, накидываем на крючок, придерживаем и провязываем 2 петли вместе. Все. Дальше мы будем вязать просто. Подхватываем нижнюю петельку и провязываем 2 петли вместе. И вот, чтобы вот этот хвостик потом не мучиться, не ввязывать, я его ввязываю сразу. Подхватила нижнюю петельку, хвостик перебрасываю на другую сторону, провязываю 2 петли вместе. Снова подхватываю нижнюю петельку, хвостик перекидываю обратно на себя, провязываю 2 петли вместе. Подхватываю нижнюю петельку, хвостик перебрасываю на другую сторону, провязываю 2 петли вместе, снова перебрасываю, подхватываю нижнюю петельку, провязываю 2 петли вместе. Все, в принципе, можно дальше уже не ввязывать его, просто потом подтянуть и отрезать. И продолжаем вязать. Подхватываем нижнюю петельку, провязываем 2 петли вместе. Снова подхватываем нижнюю петельку, 2 петли вместе. И так продолжаем вязать на нужную вам длину. Я связала примерно 47-48 сантиметров. Посмотрите, какой плотный и плоский шнурок получается. На этом все, кеды готовы. Я надеюсь, что у вас все получилось, а если что-то было непонятно, спрашивайте в комментариях, я постараюсь вам помочь. Спасибо за просмотр, ровных вам петелек, всем добра!